Об обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств. Верховным судом Российской Федерации проведен мониторинг практики разрешения судами споров, возникающих в сфере кредитных отношений с участием физических лиц. Президиумом Верховного суда Российской Федерации утвержден обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, с основными положениями которого Управление Роспотребнадзора предлагает руководствоваться потребителям при обращении в суды разных уровней, а именно: предоставление банкам кредитов, займов физическим лицам является финансовой услугой и относится к сфере регулирования законодательства о защите прав потребителей. Споры данной категории дел относятся к подведомственности судов общей юрисдикции, даже если один из участников кредитного договора является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Иски в защиту прав потребителей могут быть заявлены в суд по месту жительства или пребывания истца, либо по месту заключения или исполнения договора, либо по месту нахождения организации, ее филиала или представительства. Установление договорной подсудности ущемляет право потребителя, исключение составляют споры о реализации залогового имущества, которые могут разрешаться в соответствии с договорной подсудностью. При возникновении вопроса о признании недействительным условия кредитного договора, предусматривающим уплату комиссии за открытие и ведение судного счета, сроки исковой давности следует считать со дня уплаты первого спорного платежа. Условия кредитного договора, предусматривающие необходимость страхования жизни и здоровья заемщика, является действительным, если заемщик добровольно соглашается на такое страхование, имеет возможность отказаться от страхования жизни и здоровья и получить кредит на иных, но не дискриминационных условиях. Право выбора страховой компании также остается за потребителем. Условия кредитного договора, содержащие основания его досрочного расторжения, не предусмотренные законом, недействительны. Применение положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ в части снижения размера неустойки является обязанностью суда, даже если ответчик не заявлял об этом ходатайство, причем в качестве уважительных причин снижения размера неустойки выступают такие обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, как наличие неработающей супруги и малолетнего ребенка. Обращение взыскания на имущество, заложенное в обеспечении исполнения основного обязательства, возможно только при существенном нарушении основного обязательства. Данная информация носит рекомендательный характер для лиц, наделенных в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющих свои обязанности на профессиональной основе, с целью недопущения ошибок при рассмотрении гражданских дел, возникающих между банками, иными кредитными организациями и физическими лицами по спорам об исполнении кредитных обязательств.